Вы побывали у нас в гостях? Да, мы здесь заказываем все, даже туалетную бумагу. Всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал. Сегодня мы обсудим с вами очень насущные темы касаемо аренды жилья в Саудовской Аравии. Досмотрите это видео до конца, и я вам дам несколько полезных советов для тех, кто собирается приехать в Саудовскую Аравию и арендовать жилье. Саудовская Аравия сегодня распахнула двери не только для туристов, но и для иностранных специалистов. Конечно же, эта тема очень актуальна в связи с тем, что Саудовская Аравия сегодня развивается очень стремительно. Насчитывается невероятно много разных проектов, такие как Vision 2030, NEOM, CUP и очень много других амбициозных проектов. Итак, жилье делится на три вида. Первое – это апартаменты, второе – это виллы и третье – это компаунды. Апартаменты. Стоимость апартаментов варьируется от 35 тысяч до 150 тысяч реалов в год, в зависимости от района, в котором вы будете снимать, и, соответственно, состояния и размера самих апартаментов. Конечно же, вы найдете апартаменты полностью без мебели, но максимум, что вы сможете найти, это сплит-системы или оконные кондиционеры. Виллы. Стоимость вилл варьируется от 65 тысяч и выше. Вы можете найти даже виллу за 200 тысяч реалов в год. Конечно, она больше, чем апартаменты. Вы сможете найти виллу с мебелью, можете найти виллу без мебели, в зависимости от того, какие пожелания у вас есть к вилле. Компаунды. Самое популярное и востребованное жилье у иностранных специалистов и экспатов. Безусловно, основное преимущество компаундов в том, что это закрытая территория. И здесь можно вести себя немного свободнее. Здесь можно ходить в обычной одежде. Из дополнительных преимуществ в каждом компаунде есть своя охрана. Есть доставка детей до школы и обратно. И дополнительные услуги, такие как теннисный корт, баскетбольная площадка. И, безусловно, в самом жарком климате основное преимущество – это бассейн. Для детей на территории компаунда расположены детские площадки, где они могут спокойно гулять, и родители даже не волнуются за то, что дети могут уйти за территорию, потому что их просто не выпустит охрана. Безусловно, для себя вы найдете свое комьюнити в зависимости от ваших интересов. Стоимость компаунда варьируется от 85 тысяч реалов в год и доходит до 250 или 300 тысяч. Опять же, в зависимости от района и услуг на территории компаунда. Но не будем забывать про дополнительные услуги, такие как интернет, вода, электричество. В среднем стоимость интернета за 300 мегабит в секунду стоит около 2000 реалов за полугодие. Электричество в жаркий сезон доходит до 500 реалов в месяц. Безусловно, из-за того, что круглосуточно работают кондиционеры. Вода в зависимости от компаунда стоит по-разному. Если брать пример наш компаунд, то стоимость воды в год составляет 1500 реалов. Так, для того, чтобы арендовать жилье, необходимо вид на жительство. Здесь его называют икама. И на одну икаму вы сможете арендовать только одно жилье. И если вы планируете в ближайшее время переезжать и работать в Саудовской Аравии, вы предварительно можете попросить своих будущих коллег подобрать вам компаунды или апартаменты, чтобы уже не терять время по приезду. Аренду жилья вы можете посмотреть в приложении Акар. Ссылку на их веб-сайт я оставлю в описании. Также при аренде жилья учитывайте тот факт, что в Саудовской Аравии пока еще очень плохо развит публичный транспорт. Станция метро уже строится, и мы надеемся, что она запустится в 2024 году. Но пока мой вам совет – арендуйте жилье рядом с работой. Одним из преимуществ жизни в компаунде является то, что вы можете в любое время отсутствовать дома, и если вам доставляется посылка, то данную посылку можно всегда будет забрать у охраны. Посылка она будет оставлена у охранника. Если вам не понравилась доставка, не понравилась посылка, вы можете ее также вернуть через охранника. Оставить у охранника, а доставщик сам приедет и заберет. Да, мы здесь заказываем все, даже туалетную бумагу. Наш компаунд находится в центре города, состоит из 2 улиц. Какое живет здесь население, честно говоря, неизвестно, но не очень много.
Дома в основном двухэтажные. В принципе, вся постройка в Рияде не многоэтажная. Да, если вы долго оставите автомобиль без присмотра, он у вас тоже будет в таком состоянии. Здесь у нас расположен теннисный корт, где играют как местные жители, и, насколько я знаю, в принципе, можно попасть на территорию компаунда, договориться за какую-то определенную, наверное, плату, купить какой-то абонемент и тоже брать в аренду этот корт и играть. Да, также на территории нашего компаунда есть детский сад, в который ходят дети как жители нашего компаунда, так и приезжают с других компаундов. Конечно, незаменимая часть любого компаунда – это бассейн. В нашем случае бассейн немного находится не в том состоянии, в котором должен находиться. И поэтому с завтрашнего дня его закрывают на реконструкцию и очистку. Обещали на 2 недели, что потом откроется. Потому что вода достаточно мутная. Но если вы обратите внимание, вон там дальше есть еще и детский бассейн. Он очень такой маленький и низкий, ну совсем для малышей, наверное, до годика. Мы туда, наверное, не пойдем. Или пойдем? Не пойдем. Не пойдем. Ну хорошо, не пойдем. Это заведение называется Recreation. И в нем расположен джим и места общего пользования. Джим у нас вот такой, достаточно небольшой, но, в принципе, вмещает в себя все, что нужно. Потом здесь есть такая зона отдыха. Видите, кто-то тут убирает. Ну, не кто-то, а после детей. Видите, дети здесь очень сильно мусорят. Я не знаю, почему за ними не смотрят родители. И они очень сильно мусорят. И есть такая еще общая зона. Кто-то здесь сидит, курит, кто-то играет в теннис. Есть такая вот большая ложка дегтя в бочку меда. Это вот такие вот столы. Несмотря на то, что стоимость жизни в компаунде очень дорогая, тем не менее, вот такие бильярдные столы, на которых просто невозможно играть, и никто их ничего не меняет, никто ни зачем не ухаживает особо. Вот такой вот ужас здесь тоже есть. Также есть футбол, который тоже сломан, и его никто не ремонтирует. И я предполагаю, наверное, в ближайшее время никто не будет ремонтировать. Раньше здесь был бар, но сейчас тоже это все не работает. Для чего это тоже пока непонятно, никак это не работает, все это сломано, все это
обшарпано. Может быть, впоследствии отремонтируют, и это будет опять функционировать. Говорят, что работал до коронавируса, но мы здесь еще не были. На втором этаже находится библиотека. Здесь иногда кто-то учится или работает. А иногда тоже бесятся дети. Тут жарко, да? И еще здесь на втором этаже есть игровая. Сейчас тоже вам покажу. Детская игровая комната. Очень жарко днем на улице, поэтому в основном дети приходят играть сюда. Вот так вот, в принципе, все. И администрация тоже компаунда находится на втором этаже. Все, пойдем. Здесь раньше был салон красоты, но он закрылся. И здесь, насколько я понимаю, работает иногда танцевальная комната, танцевальная группа, кто-то арендует, занимаются танцами. Ну и тоже балуются дети, вы это увидите, если посмотрите на вот эти заляпанные абсолютно зеркала, что дети здесь бывают часто и не самыми чистыми руками. Вот. Так что вы побывали у нас в гостях? На сегодня это все. В любом случае, буду рад ответить на ваши вопросы и помочь в случае, если вы собираетесь переехать в Саудовскую Аравию. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч!